Однажды мне отец рассказал очень удивительную историю, которая запомнилась мне на всю жизнь. У отца был друг по имени Валера, возрастом постарше. Нигде не работал, а в основном обитал в маленьком охотничьем домике, который построил в лесу довольно далеко от деревни. Валера проводил в своем доме большую часть года, возвращаясь в деревню только за солью, спичками и другим необходимым в жизни охотника товаром. Сдавал пушнину, потом возвращался обратно. Охотился, ловил рыбу. Словом, наслаждался жизнью, как не можем сейчас наслаждаться мы. Было ему в то время чуть больше 50 лет. Мужчина охотился на диких оленей и лосей. Волки считались не слишком нужной охотнику добычей, но уж очень они досаждали местным оленеводам. Не раз волки окружали его худое жилье, которое даже забором не было защищено. Выли темной полярной ночью почти на крыльце дома. Однако у Валеры нервы были в порядке, и спать под волчий вой ему было совсем не страшно. Но однажды произошел случай, который перевернул всю его жизнь. Валера нашел раненую волчицу, которую подбили местные оленеводы. А вскоре мужчина обнаружил ее логово. Там скулили несколько новорожденных волчат. Было видно, что они уже давно ждут маму, которая все не приходила. Он сел, закурил и стал думать, что делать. Почему-то ему стало впервые жаль волчат. В итоге забрал он их всех домой. Конечно, его собаки были категорически против, выражая свое мнение громким лаем. Молодых волчат мужчина кормил, как и своих собак. Они быстро подрастали, играли друг с другом, но собак обходили стороной. Те также, уважая мнение своего хозяина, волчат не трогали. А звери со временем все чаще и чаще начали отлучаться в лес. А потом и вовсе стали редкими гостями, но все же приходили к нему, но не для того, чтобы поесть, а скорее, чтобы пообщаться. Причем приходили по одному, но охотник хорошо знал, кто именно к нему пришел. Общение всегда было на расстоянии. Собаки не подпускали подросших волчат близко. Те садились в метрах 20 перед своим, можно сказать, родным домом детства и начинали слегка подвывать. Но это не был вой голодного волка, это было что-то совсем другое. Может быть, в этом вое заключалось угасающее чувство благодарности за добро, которое Валера сделал волчатам. Особенно долго и почти музыкально выла волчица Сара. А потом подросшие волчата пропали. И охотник подумал, что навсегда, наверное, они зажили своей суровой волчьей жизнью. Однажды Валера провалился под лед недалеко от своего лесного дома и серьезно заболел. Когда приполз в свою избушку, жар был очень высоким. Он разделся, натерся медвежьим жиром и лег в постель. Особенно не беспокоился, такое иногда случалось. Однако на этот раз болезнь оказалась более коварной, чем прежде. Жар прошел, но охотник чувствовал страшную слабость, которая не давала возможности далеко отлучиться от дома. А потом он и совсем слег. Впрочем, лекарств в избушке хватало. Валера всегда заготавливал лечебные травы, таблеткам он не доверял. Однако даже эти народные средства не помогали. Охотник буквально сох на глазах и уже не мог сделать и нескольких шагов, только иногда выходил на крыльцо. Но самое плохое во всей этой ситуации было то, что заканчивались запасы еды. Добраться до поселка Валера уже не мог. Собаки, правда, добывали себе пропитание в лесу, но, естественно, с хозяином не делились. Оставалось надеяться только на Бога. Несколько раз по ночам Валера слышал знакомый волчий вой. Или ему уже чудилось. Неужели Сара? Думал он, подозревая самого себя, что у него начались галлюцинации.
На то, что его будут искать, Валера не надеялся. Не пришел охотник со своего участка, ну и списали его. Никто не пойдет в тундре искать человека, да и бесполезно это. Вертолетов не было даже снегоходов. Найти в таких условиях пропавшего охотника было просто невозможно. Понимая все это, Валера приготовился к смерти. Когда начались страшные морозы, Валера запустил в дом собак. Той ночью волчий вой был особенно продолжительным. Утром мужчина вышел на крыльцо, а собаки с громким лаем выскочили за ним и тут же начали что-то вырывать друг у друга. Валера схватил палку и кое-как отбил у голодных псов большой кусок оленины. Он глазам своим не поверил. Откуда это взялось? Отрезал кусок собакам и вернулся в дом, сварил суп. Подкрепившись, он опять вышел из дома и подошел к тому месту, где нашел мясо, а точнее часть дикого оленя со шкурой и шерстью. И среди следов боровшихся друг с другом собак нашел волчьи следы. Причем волк подходил к этому месту спокойно, словно его никто не тревожил. И тут Валера окончательно решил, что свихнулся. Но, вспомнив, как ночью подвывала, словно вызывала его на крыльцо волчица Сара, все понял. Понял, но не поверил сам себе. Волчица принесла ему еду. Да такого не может быть. Волк — дикое животное, он не способен на такое. На такое не способна даже собака. Но факт оставался фактом. Через несколько дней Валеру нашли проходившие мимо охотники. Они на носилках принесли мужчину в деревню. И с тех пор Валера никогда не стрелял в волков. Вот такую удивительную историю рассказал в ту зимнюю ночь мой отец. Замечу, что сочинять он был не мастер. Говорил всегда конкретно, четко и ясно. Приезжавший к нам через несколько лет его старший брат, дядя Петя, также подтвердил мне, что такое действительно случилось с их товарищем. Вот такая интересная и удивительная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.